Всем привет! В этом видео я расскажу про некоторые возможности применения функции автотекст в Archicad. Покажу это на примере одного из своих проектов. Здесь я уже почистил штамп листа. И давайте начну сразу с первого популярного способа применения автотекстов. Это нумерация листов. Как автоматическая нумерация каждого листа, так и автоматического выставления общей нумерации, общего количества листов в вашем проекте. То есть сделаю так, что здесь автоматически у меня будет показываться 62 листа, а здесь автоматически на каждом листе будет присваиваться свой собственный номер. Давайте начнем. Для этого мне нужно перейти в мой основной макет, как работать с основными макетами, как работать с просто макетами, обычными белыми листами. Есть у меня отдельное видео на канале, оно будет по ссылке в описании. Посмотрите его, если вы еще не работаете так, и переходите на этот вариант работы. Давайте я перехожу в основной макет. И здесь у меня мой штамп. Вот это моя подложка. Я хочу присвоить, какой номер будет у листа и сколько будет общее количество у листов. Давайте начнем с самого легкого. Просто копирую текстовый блок. Удаляю ненужный текст. И здесь щелкаю на вот такую вот иконку автотекст. Выбираю его. И здесь мне нужно выбрать подпункт макет и ID макета. Щелкаю два раза. Он появляется вот здесь у меня таким серым текстом. С решеткой. Оставляете это так на этом основном макете, а уже на белом листе оно будет показываться правильно. Давайте я сразу покажу. Вот автоматически у меня включается номер листа. Если я буду идти по листам обратно, то вот так они будут меняться автоматически. Теперь, как сделать здесь число 62, и чтобы оно автоматически изменялось при добавлении листов в проект. Казалось бы, почему бы не написать просто здесь обычным текстом 62, но во время правок можно упустить этот момент, и такая неприятная ошибка появляется в проекте. Давайте покажу, как это сделать. Для этого вам нужно выбрать самый последний лист, самый последний макет, который будет в вашем проекте. На нем, на любой из чертежей, в моем случае это здесь развертки, и на любой из чертежей щелкайте правой кнопкой мыши и выбираете «Задать в качестве ссылки автотекста». Теперь переходим обратно на основной макет. Здесь также дублируем текстовый блок, чтобы заново не создавать. И теперь обратно захожу в автотекст, выбираю ссылка для план с развертками. Здесь будет у вас не план с развертками, а имя того чертежа, который вы выбрали. Нажимаю здесь «Открыть эту графу» и выбираю ID макета, ссылка. Щелкаю, и у меня автоматически появляется число 62. Давайте подвину. И теперь оно также появляется здесь, но при дублировании листов, давайте я вот возьму 3 листа и при помощи клавиши Ctrl просто их копирую сверху. Видим, что у меня появилось здесь 65 листов и здесь 65. То есть вот так удобно все обновляется и появляется автоматически. Ну, можно удалить, например, один, который я создал. Вот здесь уже видим 64 листа. Так это работает. Где еще можно это применить? Второй способ, который я использую, это например, на плане монтажа. Давайте покажу. Вот план монтажа. Здесь есть такой момент в санузле, ниша. Две ниши будет в коробе. Я их отдельно для строителей показал на развертках. Вот так. И хочу, чтобы у меня прямо на предыдущем листе, на плане, автоматически давалась ссылка на один из этих чертежей. То есть я выбираю развертку, на которую хочу дать ссылку. Также задаю этот чертеж в качестве ссылки автотекста. Перехожу на предыдущий лист. И хочу вот здесь добавить, смотри, развертку 01, лист такой-то. Открываю исходный вид. И здесь просто допишу
лист, автотекст. И вот опять же ссылка для чертежа, который я выбрал, ID макета. Лист 20. Теперь, что касается этого. Оно появилось теперь на моем листе и соответствует вот этому номеру, на котором находится мой чертеж. Если же я перенесу этот чертеж куда-нибудь, например, ну, вот на 30-ю строчку, теперь у меня будет не 30-й, а 29-й. Но автоматически здесь не поменялось. Что мне для этого нужно? Мне нужно зайти обратно в любой другой вид и потом зайти в вид, на котором я это исправлял. Ну вот так это работает, не до конца все оптимизировано. Вам приходится просто сменить вид и потом вернуться на тот, в котором вы это делали. И тогда все изменится здесь автоматически. Это второй вариант применения автотекста в ваших проектах. Теперь давайте уйдем от нумерации листов и перейдем к помощи на чертежах. Я для этого перейду на план светильников. У меня есть вот такой план светильников. Перейду сразу в исходный вид. Здесь у меня несколько видов потолочных светильников. Они обозначены красным цветом. И вот так они различаются на чертеже. Чтобы не путать это, если распечатывать чертеж поменьше или просто, видно, что они очень похожи между собой, я хочу их подписать. Подписать вот так, как я подписал бра, то есть настенный светильник 5. И хочу подписать, что это у меня будет каждый светильник с подписью потолочный светильник 1, светильник 2 и вот здесь вот светильник 3-го типа. Что мне нужно сделать для того, чтобы я это сделал быстро и при помощи автотекста? Для начала я хочу всем этим светильникам задать ID. Оно находится вот здесь. Для этого я выбираю один из светильников. Они все лежат у меня на одном слое. И я скрываю все другие слои. Нажимаю вот эту вот кнопку. Как вызвать это меню? Вы можете посмотреть видео, где я полностью рассказываю Archicad с нуля за час. Очень популярное видео на моем канале. И там в самом начале я настраиваю окружающую среду и вызываю как раз дополнительные окошки. Все, я скрываю все, и теперь мне можно удобно выбирать светильники. Теперь я выберу светильники, которые у меня будут с ID S1. Все, теперь всем светильникам присвоился ID S1, который я выбирал. Светильники с ID S2 и светильник с ID S3. Возвращаюсь обратно на вид. Теперь мне нужно сделать вот такую вот автоматическую надпись. Это делается при помощи вот этого инструмента выноска. Выбираю его, открываю его настройки. Здесь выбираете автотекст. Выберите обязательно слой. Я кладу это все на отдельный слой от светильников. У меня есть слой с оформлением. Вот он называется освещение текста. Что здесь важно настроить? Настраивайте шрифт, настраивайте цвет, фон, рамку, если у вас включена, выключайте. В принципе, поступайте как знаете. Я сейчас покажу, как я делаю у себя. То есть я отключаю фон, рамку, линию выноску. Тоже вот этот меню откройте. И если у вас включена, щелкните здесь, выключите ее. Что касается точки привязки. Когда я буду щелкать текстом выноской сюда на светильник, от этой привязки зависит, где у меня появится текст. То есть, если я сделаю точку привязки здесь, текст у меня будет появляться вот так вот, привязываться этой точкой к центру светильника. Если я сделаю тут, то текст будет появляться вот так вниз. Я ставлю точку привязки вот здесь. И еще на всякий случай увеличу здесь интервал до 0,5 мм от текста, от границы текстового блока. Текст выноски. Здесь у меня уже настроенная стоит ID элемента. Вы просто выберите удалить текст. Давайте я с вами повторю это действие. Нажимаем ОК и щелкаем этой выноской на один из светильников.
надо, чтобы он вот так подсветился синим цветом. Щелкаем сюда, здесь выбираем автотекст. И в поиске можно ввести ID элемента. Выбираем общие параметры ID элемента. Добавить. Здесь вот видно, что он там появился какой-то серый элемент. И уже сразу появилось наше ID. Оно автоматическое. Давайте покажу, как быстро задать это ID на все светильники, не постоянно кликая вот так, взяв пипеткой, да, и щелкая. Это все-таки занимает время. Я сейчас покажу, как сделать ID сразу на все светильники. Я выбираю пипеткой обязательно. Впитываю параметры выноски. Нажимаю Escape, чтобы сбросить выделение. Выбираю, опять же, все мои светильники таким же способом, как я это делал. Скрываю другие слои. Выбираю все светильники. Возвращаюсь обратно в вид. Теперь я нажимаю Документ. Нажимаю Аннотация. И нанести выноски для выбранных элементов. Теперь у меня автоматически появились выноски абсолютно на всех выделенных элементах. И где нужно, мы можем их просто поправить, как-то подвинуть. Видим, что здесь автоматически он называется S3, здесь S1, 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 S2. Это удобно. Кроме того, что на планах точно люди не ошибутся, еще и это и попадает в каталоги. Вот у меня есть вот такой каталог, и здесь все нумеруется. Есть еще вот такая таблица, и сюда тоже попадает ID, и высвечивается, здесь точно не ошибешься. Работа с ID помогает не только на планах делать быстрее, но еще формировать при их помощи каталоги. Также такой вариант можно делать не только со светильниками. Со светильниками я показал как наиболее быстрый, наиболее удобный способ. Еще это можно сделать на плане мебели. Многие дизайнеры подписывают каждый объект мебели, что это стол, это стул, это тумба, ТВ и так далее. Вы просто задаете ID каждому элементу на будущее в каталог, чтобы он у вас подписывался. И таким же способом, как я здесь показал, автоматически создаете для них выноски. Потом их немножко редактируете, и все. Очень много времени этот способ экономит. Это далеко не все способы применения автотекстов в Archicad. Пишите в комментариях, какие способы любите вы, какие способы помогают экономить время вам. Ставьте лайки, рекомендуйте это видео коллегам, друзьям. Всем спасибо, всем пока.